Озеро Лепно – это великолепный курорт, расположенный в 220 километрах от столицы Чехии. Сногсшибательные пейзажи, кристально чистый воздух, удивительная природа, возможности заниматься активными видами спорта привлекают на отдых на озеро Лепно туристов круглый год. Летом озеро может составить полноценную конкуренцию пляжному отдыху на море, прекрасно оборудованные пляжи, площадки для игр, маршрутные тропы, катание на яхтах и водные экскурсии по средневековым замкам делают путевки на озеро Лепно весьма востребованными, но и зимой туристический сезон не заканчивается, а лишь переквалифицируется. Отдых на озере Лепно ничем не уступит широко разрекламированным европейским курортам. Тот, кто побывает в самом живописном месте на юге Чехии, обязательно туда вернется. Озеро Лепно – результат сотрудничества человека и природы. Своим возникновением оно обязано возведенной в 1959 году дамбе на реке Влтав. В итоге получился удивительный водный парк с большим количеством разветвлений, а также небольшими островками. Размеры водоема остановились на 48 квадратных километрах. Изначально озеро было закрыто для посещения, лишь с недавнего времени здесь решено было организовать курорт. Неимоверное количество рыбы, растений и птицы здесь находится под бдительным присмотром. Воздух в этих краях необычайно, дурманящий, чист и свеж. Смена погоды происходит очень быстро. Недалеко от побережья расположены небольшие горы и скалы, поэтому от солнечной погоды до грозы может пройти час-два. Климат умеренный, влажный и теплый, однако солнце из-за этого коварно. Солнечные ванны нужно принимать осторожно. После похода на пляж вечером можно с удивлением отметить, что спина стала красной. Приобретая туры на озеро Лепно, вам нужно определиться, в какой из прибрежных городов вы поедете. Фримбург, Лепно или Марина Лепно, каждый из которых обладает своими достоинствами и особенностями, но все они расположены на берегу Лепно, что само по себе снимает все сомнения. Большое количество отелей и пансионатов предлагают одинаковый комплекс услуг, каждый дорожит своим именем и статусом. Можно даже сказать, что все отели между собой ведут соревнования, поэтому везде уровень сервиса находится на высоком уровне. Практически в каждой гостинице для постояльцев предусмотрен Wi-Fi, и есть возможность ухода за домашними животными. Для детей оборудованы небольшие игровые площадки, а аниматоры, присматривающие за ними, не позволят вашему ребенку заскучать. Каждый отель располагает своим рестораном, в целом везде огромное множество баров, кафе, булочных и закусочных. Все возможные традиционные чешские блюда включены в меню по достаточно умеренным ценам в сравнении с крупными городами Чехии. Винная карта включает в себя чешские вина, которые здесь пользуются огромной популярностью. Конечно, пиво с традиционными мясными и солеными закусками вы найдете без проблем. Большое количество террас позволяют наслаждаться удивительными пейзажами во время трапезы или за чашечкой ароматного кофе. Хорошо обустроенные зоны для отдыха позволят вам лично приготовить блюда на открытом огне, возможно, даже из рыбы, которую вы сами и выловите. А для тех, кто не совсем любит самостоятельность, при отелях и ресторанах можно обратиться к повару, который любезно приготовит ваши блюда на открытом огне. В каждом отеле и в городах вы найдете большое количество сувенирных лавок, в которые можно приобрести разные товары, начиная от стандартных магнитиков на холодильник, заканчивая украшениями из стекла. В магазинах можно купить чешское вино на память об отдыхе и по приезду домой выпить его с друзьями, показывая фотографии с вашего отдыха. Из нестандартных сувениров советуем вам приобрести сбор из душистых трав, собранных на лугах, мед и разные виды джема с удивительным ароматом, который упаковывают в небольшие баночки, которые вполне уместно дарить в качестве сувенира. На озере Лепно предлагаются пешие прогулки по заповедным местам. Хоть территория озера и была закрыта для широкого посещения, все же туристические тропы хорошо оборудованы. Маршруты проложены как короткие, например, на гору, где расположена часовня Святой Марты, так и предлагаются многокилометровые походы для людей, ищущих экстремальные ощущения. Лучшему освоению переходного туризма способствует и тот факт, что автобусы здесь редкое и очень дорогое явление. На остановке можно провести несколько часов. Для тех же, кто хочет уединенно, но активно провести время, развит велосипедный туризм. Более 200 километров разнообразных по сложности маршрутов удовлетворят как опытного спортсмена, так и новичка.
Роллерам на равнинных участках липненских трасс тоже будет где развернуться. Особенной популярностью пользуется специальный путь между Брембургом и городом Липно. А открывающийся с трассы прекрасный вид на озеро добавит ярких ощущений. Кроме пешего и велосипедного туризма, на озере Липно, известном далеко за пределами Чехии, развиты и водные виды развлечений. Яхтинг, дайвинг, виндсерфинг, рафтинг, кайтбординг – это далеко не весь список того, чем можно заняться на этом курорте. Рыболовы чувствуют здесь себя как в раю. Щуки, самы, судаки, большие и маленькие, в огромном количестве, улов обязательно порадует даже искушенного профессионала. На расстоянии 7 километров от озера находится один из лучших в Чехии лыжных центров со сноупарком высочайшего качества. Горный курорт включает в себя 5 километров горных спусков и сноуборд площадью более 20 гектаров. Лыжный сезон обычно длится до начала апреля благодаря искусственному снегу. Свой парк есть и у детей. Факс-парк оснащен детским подъемником, движущиеся дорожки гарантируют юным путешественникам незабываемые ощущения. Помимо беговых и горных лыж, зимой можно покататься на коньках по льду озера. Зимняя рыбалка с наступлением холодов набирает обороты. Веселые ярмарки, экскурсии, танцы, конкурсы, великолепный салют, который можно будет посмотреть с панорамной террасы, это далеко не весь перечень зимних развлечений. А если нужно подлечиться, то к радости туристов по берегам озера расположились многочисленные курортно-оздоровительные базы. Озеро находится примерно в 220 километров от столицы Чехии, откуда удобно добираться до его берегов. Но прежде чем отправляться на отдых, нужно решить, в какой именно из городков вы поедете. Можно отправиться в город Фримбург, что недалеко от австрийской границы. Можно выбрать город Липно над Влтавой или Марина Липно, каждый из вариантов имеет свои достоинства. И до каждого из них не удастся добраться без пересадок. Разве что вы возьмете в Праге на прокат автомобиль. В этом случае дорога не вызовет особых затруднений, и, внимательно разобравшись с трассами и их стоимостью, вы можете выезжать в выбранный населенный пункт. Если же ехать поездом, к примеру, в Липно над Влтавой, то готовьтесь провести в дороге 4 часа и сделав 2 пересадки в České-Budějovice и Рыбнике. От České-Budějovice можно сесть на автобус, но, увы, и он не спасет от пересадок. Зато автобус выручит вас в том случае, если вы собираетесь ехать во Фримбург. В маршрутном листе авторейсов из Праги этот город стоит перед Липно над Влтавой. Доехать туда можно всего с одной пересадкой в České Krumlově за 4 часа.